Очередная камера с Алиэкспресс. Магазин Зосси. Может, кто заказывал. Пишите отзывы о этом магазине. Как вам вообще качество продукции, как продавцы. Отношение. Такая вот камера. Камера для помещения, для квартиры, для склада, для офиса. То есть камера многофункциональная. Отличный вариант использовать. Настольный вариант на шкафу. Можно скрыто ее где-то на книжной полке поставить. И она будет снимать обстановку. И какой это вариант? Да тот, когда ты ее, например, сегодня она тебе надо, ты ее достал из коробки, подключил блоком питания, и она уже к твоему роутеру автоматически привязалась. После первой привязки она запоминает все данные. И ты пошел, а она себе автоматически настроилась и работает. На каждый день не нужна она тебе. Ты ее отключил, блок питания собрал в коробку и убрал в шкаф. И это поворотный вариант камеры, как заявлено. А ну сейчас посмотрим. 360 заявляют. 360 это когда она вращается по кругу. Но так она назад смотрит, но у нее упор есть. По кругу она вращаться не будет. Кнопка есть вызова, то есть это тот вариант, как няня, можно назвать эту камеру также камера няня, когда твой ребенок хочет тебя вызвать по видеосвязи, нажимает на кнопку вызова, тебе автоматически приходит уведомление в приложение на смартфон, где бы ты ни находился, из любой точки мира, главное, чтобы камера была подключена по Wi-Fi к роутеру, Wi-Fi вещал в интернет. И также твой смартфон подключен к интернету. И ты будешь получать сразу уведомления с камеры, открываться будет картинка. Ты будешь видеть своего ребенка. Ты видишь, а ребенок слышит тебя. Переговариваетесь в онлайне. Инструкция какая-то толстая, наверное, несколько языков, но понятного я не замечаю языка здесь. Ознакомиться можно. В основном, что тут нужно посмотреть на странице продавца, я не понял, какое приложение. Информации по приложению нету, а приложение Zossi Smart. Вот здесь все QR-коды, видать. В комплекте блок питания идет 5 вольт, наверное, 1,5 амперный где-то. Легкий такой. 5 вольт, 1 ампер. В случае чего ты сможешь своим блоком питания подключать эту камеру от смартфона зарядно. И кабель. Кабель также идет длинный, да, какой-то, наверное, метра 2. USB и USB-C. Камера не имеет встроенного аккумулятора, поэтому питание ей нужно постоянно при работе. Ты можешь подключать ее блоком питания, который вот идет, своим зарядным телефоном, например. Главное, чтобы блок выдавал 5 вольт, там 1, 1,5 ампера, 2, то уже не важно. Или же Powerbank, обычный Powerbank, которым ты заряжаешь также смартфон, подойдет для питания этой камеры, если у тебя нету в месте установки камеры возможности подключить ее к розетке 220. Powerbank подключил, поставил, это все на шкафу где-то. Что главное, чтобы камера стояла в том месте, где у тебя нормальный сигнал Wi-Fi от роутера. И тогда камера будет работать без проблем. Поворачивается также вверх-вниз. Имеется вот потолочный вариант еще крепления. Если ты хочешь на потолок, прикрутил к потолку, эта шайба там остается, а камеру можешь устанавливать и снимать очень просто. Накинул, провернул. Камера будет висеть кверх ногами, но картинку ты сможешь перевернуть в приложении. Все это возможно. Смотрите еще, смотрю, коробочка какая-то пришла. Вообще легкая, думаю, да что ж тут можно, что они мне еще прислали. А тут оказывается вот так вот. Вот такая вот постель для карты памяти. Вы представляете? Карта памяти 128 положили. 128 гигабайт. Это по максимуму, что может поддерживать камера. Рекомендую на 64. Ну, я думаю, если они проверяли, 128 потянет. Главное, чтобы не ниже 10 класса. Посмотрите этот шедевр. Я еще так карты памяти в такой упаковке не получал. Как правило, карта памяти в таких камерах устанавливается в этом месте. Голову ей вверх поворачиваем. Слот для карты памяти и кнопка сброса к заводским установкам. Отметка есть, как устанавливать. До фиксации доводим. Защелкнулась.
Такого типа камеры вы можете очень много встречать на магазинах AliExpress. Это не говорит о том, что эта камера вот похожая и ту, что я вам показываю. Такие камеры могут быть в похожих корпусах, только с разными приложениями. Поэтому это нужно учитывать и иметь в виду. Ну и от этого зависит функциональность. Например, на одном из приложений у камеры нету там слежения, камера более простейшая, дешевле она будет стоить, а с виду она вроде бы и такая. А, например, камера с приложением, с софтом вот Zosi, например, у нее будет там слежение, будут какой-то функционал больше. Поэтому здесь вы должны при покупке, при выборе камеры это иметь в виду. Пишите мне в телеграм-канал, оставляю я ссылку, телеграм-чат, там с вами общаюсь и помогаю вам подбирать видеонаблюдение. Динамик, микрофон, все есть. Что еще порадовало? Кольцо такое, это мягкая силиконовая нога у нее такая круговая одна. И вот она устойчиво, четко стоит, классно на даже скользкой поверхности. Приложение «Красный дом», вот, Zosi Smart. Скачайте, пройдите регистрацию, почту введете, код на почту придет, как обычно. В камеру карта установлена, можно делать подключение. Подключаю ее блоком питания в розетку 220. Давайте проследим, будет ли какие-то движения от камеры. Тестовые режимы. Щелкает ИК-фильтром. День-ночь. Вот так вот. Подготовка к подключению. Вращение головой. Тестовые режимы. Также ИК-светодиоды. Видели вы, красным мигнули. Все проверяется, тестируется поворотное устройство. А мы можем пока открывать приложение. Запрашивает на уведомление, на доставку. Пустой список устройств. Будут устройства, будут они у вас тут. И я так понимаю, у них не только вот эта вот камера такая домашняя, есть и уличные, куча, и вроде бы у них там и комплекты видеонаблюдения. Кто уже пользуется, напишите, пожалуйста, как вам этот вот производитель или бренд. Плюс разрешить сканирование QR-кода. Где же он? Вот этот, наверное. Ну, моментально. Я подключился. 30 секунд подождите, подключите. То есть вот эти все моменты. При использовании определила роутер, ну, к которому подключен смартфон. И введите пароль Wi-Fi. Камера, кстати, двухдиапазонная. Огромный плюс. 2,4 ГГц и 5 ГГц поддерживает. Что, показывать QR-код? Ну, как-то ж уже вроде бы считан QR-код. Вроде бы уже отошли от этих моментов. Подключаюсь, подождите. Я думал, уже забыли про эти QR-коды, уже пока показывать. Ну вот, еще есть такие камеры, которым... Ну, таким образом далее происходит. Имя устройству можешь прописать или из выбранных уже из готовых присвоить. Ну все не тяжело, просто вот момент вот этот непонятный с показанием QR-кода. Все, камера в сети, увеличить масштаб, картинка. Камера 3-мегапиксельный вариант. Именно для помещений это вполне таки нормальное разрешение. Небольшое, не маленькое, среднее, как раз то, что нужно. Повороты, наклоны. Заданная точка, имеется в виду переход по пресетам. Я думаю, пресеты здесь можно делать на звук. Раз, два, три, четыре. Ну, звук нормальный, рядом два устройства, поэтому такой эффект эхо. Передать. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень классно, что не нужно удерживать кнопку микрофона, нажал и ведешь переговоры в онлайне с человеком. Полного онлайна, так сказать. Сделать фото, сделать запись на папку смартфона. Вот записано уже, само собой пишется на карту, как ты поставишь, но также и на смартфон. Воспроизведение. Ну, по приложению нормально, я скажу, лишнего ничего нету. Перевернул, перевернул, не переворачивается. Нажал, переворачивается. Таким вот классные большие значки, жирные такие, очень удобно, наверное, будет пользоваться. Ну, то есть их видно, они не бледные какие-то. Камера шустрая, поворачивается быстро. Экспозиция меняется, смотрела на солнце, притемнилась, сейчас повернулась в нормальное место. И угол широкий. Ну да, для помещения то, что нужно. Угол широченный у нее такой.
Сразу по вопросу, а если на ее вынести на улицу? Ну, можно вынести на улицу ее под навес, главное, чтобы на нее осадки не попадали. Ну и летом нежелательно, чтобы она жарилась, на солнце не стояла. Хотя солнце, наверное, не так будет вредно, а вот снег, лед, вот это все, вода нежелательно. А так она сможет у тебя стоять в каком-то месте под навесом. Если есть там сигнал Wi-Fi, ты зашел, на время ее туда кинул, подключил. Зашел, покрутил, что нужно, посмотрел. Классно. Угол широкий, отличный. Ну и тут же все вот эти моменты. SD качество. Та ну куда, конечно. Посмотрите, какая четкость. Блин, четкость такая классная. Можно переключать качество, или в автомате оно будет ставиться в зависимости, с какого ты интернета заходишь. Со слабого тебе будет ставить в плохом качестве, ну, чтобы без задержек картинка шла, чтобы все было хорошо. Вот пресеты. Задал сюда, повернул в другую сторону, второй пункт задал, и по пресетам можно кликать будет и переходить. Камера будет автоматически поворачиваться без вот этого управления джойстиком. Или спрятал значки, и у нас получается, ну да, вполне таки достойная картинка. Эти камеры, ну как бы многие недооценивают, а по сути это универсальный вариант, 5-вольтовое питание. Wi-Fi сигнал в том месте есть, ты ее можешь носить по всей квартире, используя Powerbank. И шнурок за ней тягать не нужно. От розетки к розетке привязка не обязательно. Powerbank подключил, там ее поставил, он заряженный, она мало потребляет. Тебе надолго хватит ее. Пропало питание. Ну, тут, конечно, тот момент, что роутер также отключится. Если у тебя роутер с бесперебойником, например, камера подключена к Powerbank, то у тебя автономное питание получается независимо от 220. Настройки. И показывает пароль, поделиться оборудованием с членами семьи, например, нужно, поделишься. Настройки напоминания о событии, сигнал на смартфон и по каким моментам. Здесь, конечно, половина английский, половина русский, интервал сообщений, message alert, еще что-то. По расписанию, короче, здесь что получать уведомления, когда. Может, ночью не хочешь, исключаешь, днем только получать. Регулировка громкости, понятно. Видели вы, можно регулировать громкость динамика. Во время разговора, кстати, это тоже очень классно. Ты регулируешь громкость динамика, если вдруг человек не слышит, отсюда добавил. Маска приватности, что-то можно выделить. Ну, я думаю, в этой камере это не обязательно. Черным квадратом будет просто, вот можно или удалить, или настройка. Такая маска приватности, функция такая есть. Настройка времени, синхронизация с телефоном, да, в общем-то, подтянула. Сейчас все правильно, можно нажать, синхронизируется со смартфоном. Зеркальный режим, и именно когда перевернешь камеру на потолочное крепление, ты можешь включить зеркало, выключить. Отражение вверх-вниз, левое-правое, полное отражение. Вот эти перевороты картинки. Наружный режим. Не знаю, что за наружный режим. Напишите, кто знает. Облачное хранилище по карте памяти. Облако. Облако также есть. Пробный период. Ну а далее ознакомливайся. Ну немного сейчас они дерут. За там несколько $, в месяц. Если хочешь там несколько дней хранения получить на облаке. Помимо того, что на карте памяти будет сохраняться, плюс еще будет храниться в доступном для тебя только сервере на облаке. Перенос устройства. Куда перенос? Перезагрузить устройство. Также удаленно можно, если хочешь, и удалить. Из аккаунта удалил, кому-то отдал, она сбросится к заводским установкам. Или кнопкой сбросил. Немаловажно еще режим записи. Здесь именно ты выбираешь те моменты, которые будут писаться на карту памяти. По тревоге. В каком качестве? Плавный режим. Здесь, или SD качество, слабое, плохое качество, но больше хранится место будет, сохраняться место на карте памяти. Или же в режиме в качестве HD, но видео будет больше занимать место на карте памяти. Но 128 гигабайт, я не знаю, наверное, на месяц, а то и больше должно хватить карты памяти. Непрерывная запись, постоянка или же по тревоге. Или же отключить. Именно в этом разделе ты настраиваешь запись на карту памяти. Здесь имя камеры, модель, версия. Может здесь и обновление. Ну да, давайте тогда обновим. Есть обновление, вон красная точка. Пакет обновления загружен, устройство обновляется. Пожалуйста, подождите. Окей. Начала перезагружаться. Обычная перезагрузка, как только ее переподключили.
Перезагружаться она будет всегда, когда ты ее выключил и потом опять включил. Список устройств можно менять и будет с отметкой камеры. Видите, определила, что вот эта вот камера, именно она вот будет у тебя здесь другая, еще одна, третья, четвертая. И разные камеры будут иконки именно на эти камеры. И здесь можно вот заходить в воспроизведение на карту памяти, в настройку, в облако, поделиться QR-кодом и интеллектуальное распознавание, что доступно уже сейчас. Это, наверное, я так понимаю, что или пропустил, или же интеллектуальный алгоритм. Ну вот в обычной настройке, когда зашел, интеллектуальный алгоритм, или это он появился после обновления. Раздел обнаружение движения, обнаружение человека, транспортных средств, обнаружение плача. И я так понял, пртся применяется, наверное, и не применяется. Плач не применяется, если мы включим по звуку. Камера будет срабатывать и присылать тебе уведомление. Резкий звук, там плач ребенка или, наверное, я думаю, что и дверь там стукнули или что-то произошло. Приходить уведомления. Настройки чувствительности также можно будет ставить. Как система отработает, звук системы. Дорогая, не плачь, мама скоро будет, наверное. То есть камера будет проговаривать фразы. Список фраз, наверное, можно будет выбирать. Или добавить рингтон пользователя, именно голос. Записываешь свой голос, и камера воспроизводит. Именно при плаче ребенка камера сама говорит твоим голосом ребенку, что ты запишешь. Вот такой вот уже имеем мы функционал. About Crying Detector. То есть здесь вот тебе написано, как это работает. Ну классно, молодцы. То есть на каждую функцию здесь есть описание, и ты можешь включать или выключать. Вот, уже включено. Давайте по человеку посмотрим. Также включено, выключено можешь делать. Отслеживание человека, слежение. Что у нас здесь? Лицо. Люди, лицо, машина, зона обнаружения питомца. Ты можешь зону ставить отслеживание человека, следить будет за человеком, и о функции. Обнаружение человека используют для обнаружения людей, отслеживает или и анализирует сцену на. Люди-то понятно, а машины? Прикинь, камера в домашнем корпусе. Ну, функционал, скорее всего, этот есть и в уличных камерах. Поэтому общий функционал. Люди, опять же, зона, настройки. Поэтому и зона в этой камере есть, хотя в основном-то зона стационарная, где ты ее прибил, настроил один раз и потом уже зону. Эту, что ты можешь, вот раз поменял и уже зона сбилась. Но это вот общий функционал. И об этом используют для обнаружения транспортных средств. Он отслеживает, что отслеживает, ну а нет, возможности отслеживания нету. И обнаружение движения. Область обнаружения, понятно, опять же, здесь так вот можно делать. Чувствительность обнаружения, ясно. И об этом, о любых движениях на сцене, чтобы не пропустить их. То есть любое движение, не обязательно человек, машина или плач, любое движение. Кот пробежал там, крыса, собака, можно ставить, можно выключить любое движение. Давайте отключим, и остается у нас, ну, в общем-то, вот такая камера, да, недорогая, вот, а смотрите, сколько всего. Ну и интересен же момент нажатия кнопки вызова. Давайте посмотрим, что произойдет. Приложение свернул, смартфон выключил. The camera is calling the family. Please wait. А, вот оно что. Приходит на Apple Watch, приходит уведомление, я захожу, открываю смартфон вот так вот, я кликаю, происходит вот так вот, и потом кликаю по камере, ну и вижу человека, который меня вызывает, да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и начинаю разговор с собеседником, который находится возле камеры. Вижу и разговариваю с ним в онлайне. Вынес ее на улицу, тупо с пауэрбанком поставил на ворота в SD-качестве. В том месте, кстати, у меня сигнал Wi-Fi слабый, не все Wi-Fi камеры работают. В SD-качестве подключилась, работает. Машины, смотрите, на каком расстоянии она машины ловит
И, кажется, еще и следит за ними. Выделяет автомобили красной рамкой предметы, записывает на карту памяти все это, что я ей сказал, по людям, по автомобилям поставил. Шустро поворачивается, смотрите. И угол широченный, захват просто супер. Предупреждение, когда вызываешь джойстик, выскакивает, что у тебя стоит по слежению, поэтому, если ты перенаправил, да, следи ты за автомобилями. Блин, это капец какой-то. Именно внутренности уличной камеры, плюс какие-то функции добавленные вот по ребенку там, ну, которые я что-то не могу включить, не знаю, не получается, не активируется. А именно по автомобилям, по людям камера капец, что вытворяет. И на улице вот. Вниз это она, наверное, до конца. Ну, вверх, понятно, можно за самолетами смотреть. Вот такая вот камера, улично-домашняя, но опять же, без фанатизма, сейчас на улице сухо, поэтому я ее и вынес, чтобы она последила за тачками. Вот она и делает это. Ну вот, для примера, это тебе тот вариант, когда тебе, например, удаленный доступ даже не нужен до камеры, а просто тебе нужно записать моменты какие-то вот по движению автомобилей, по людям, вынести на время ее, кинуть куда-нибудь, чтобы она записала. Она сейчас пишет на карту памяти. Это я просто зашел на нее. Но можно и не заходить на нее. Просто она сохранит на карте памяти то, что ты поставишь, то, что она зафиксировала. Или же постоянку включил. И потом ты с карты памяти будешь просматривать. И что мне еще очень понравилось, что в этой камере вставляешь карту памяти в компьютер и без всяких дополнительных декодеров, там, плееров, видео воспроизводится со звуком в нормальном качестве с карты памяти. В картридер вставил и вставил в компьютер. Также и в ночном режиме следит за человеком. Вполне хватает ее светодиодов для помещения, для какого-то небольшого. Понятно, что не на большое расстояние это все будет работать. Не мощные, не дальнобойные ИК-светодиоды, но вы видите, что камера в помещении вполне нормально справляется. За человеком присылает уведомления по человеку, присылает уведомления по автомобилю. Никаких лишних уведомлений не будет. Как поставите, так и будет. Раз, два, три, четыре. Со звуком все работает отлично. Отличная картинка, также и ночная. Адекватно следит. Вопросов к этой камере нету. Как для помещения, отличный вариант. Ссылку на камеру оставляю, также на магазин. Есть у них для улицы варианты, поэтому уличный вариант с такими же функциями. А функции у нее, я считаю, очень классные, как для камеры видеонаблюдения уличной. Домашняя вот у вас будет в одном приложении, уличная. И там у них, кажется, даже комплекты есть. Постараюсь заказать для видеообзора, может и видеорегистратор, и посмотреть, как функционально это все работает. Подписывайтесь на канал обязательно. Эта камера в продаже в Украине. Кому нужно, кто планирует, кому понравилось, будешь пользоваться ей дома для домашнего пользования, для квартиры. Идеальный вариант на сегодня. Всем удачи, до следующих видео.